Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на мой канал. И сегодня в этом видео я хочу показать вам, как я вывожу ржаную закваску. Это натуральная закваска, очень необходима мне, особенно летом. Я не знаю, любите ли вы домашнюю выпечку, выпекаете ли вы хлеб. Мне ржаная закваска нужна для домашнего кваса. Я делаю домашний квас. Лето, жара, окрошка. И ржаная закваска — это незаменимый ингредиент. Так, выводим закваску ржаную. Для того, чтобы нам ее вывести, вот такой я использую ржаную муку. Какая-то Good Natural Food. Ладно, 500 грамм. Здесь я взял 100 грамм. 100 грамм можно взять 200, 150, соответственно, какой нужен объем, такой мы можем взять и вес. И на 100 грамм муки я взял 100 миллилитров обычной чистой питьевой воды. Значит, сейчас мы сделаем замес для того, чтобы нам первые сутки дать возможность закиснуть и начать процесс. И раз в сутки я это дело буду снимать и будем наблюдать за тем, как рождается настоящая ржаная закваска. Выводить закваску я буду в обычном пластиковом контейнере. Для этого я высыпал в контейнер муку и сейчас буду смешивать муку с водой. Постепенно добавлять воды. Муку я смешиваю с водой очень тщательно, чтобы не оставалось комочков. И в результате вот необходимо получить вот такую мягкую консистенцию. Примерно как густая сметана. После смешивания я закрываю контейнер крышкой неплотно, чтобы туда попадал воздух. И убираю на кухне в шкафчик в темное место. Температура сейчас у меня комната 26-27 градусов. И ровно через сутки я буду делать первую подкормку. Так, первая подкормка закваски. Она уже закисает. Пузырьки появляются. В течение первых суток процесс брожения начался, и через 24 часа я добавляю 100 грамм ржаной муки, и снова добавляю 100 миллилитров обычной воды. То есть при замесе я сделал то же самое, то есть 100 грамм на 100 миллилитров, и при первом кормлении я таким же образом добавил 100 грамм муки и 100 миллилитров воды. И еще убираем на сутки. Итак, прошло уже 48 часов, закваска работает, и сейчас я буду делать вторую подкормку. Вот такая у нее консистенция. Присутствует такой резкий запах брожения. Вот такие пузырьки у нее. Начинает она пузыриться. И сейчас мы ее еще раз подкормим. Так, вторая подкормка — это у нас 50 грамм муки. И у нас 50 миллилитров воды.
Следующие 3 дня я буду делать каждые сутки аналогичную подкормку по 50 грамм муки и 50 миллилитров воды. Прошло 6 суток. Было 5 подкормок. Последний раз кормил я примерно 24 часа назад. Первая и вторая подкормка были по 100 грамм муки и 100 миллилитров воды. А 3 подкормки были по 50 грамм муки и 30-50 грамм воды. Вот она сутки простояла без подкормки. Температура на кухне где-то порядка 28 градусов. Вот эту вот корочку мы сейчас будем убирать. Вот это вот. Смотрите, как она пенится. Вот такие пузырьки. Она живая, играет. Абсолютно ушел такой неприятный кислый запах. Это сейчас мы корочку соберем. Закваска пахнет прекрасно. Такой приятный хлебный аромат. Вот примерно столько корочки, да, вот это можно выбросить. Если прямо сейчас ее использовать, да, то есть для кваса, я отсюда возьму 30 грамм на литр воды, а остальное я поставлю в баночку и уберу ее в холодильник. Она может стоять в холодильнике, где-то у меня там 4-6 градусов температура. И при необходимости я ее за сутки достану. Она теплится. Я ее подкормлю 50 грамм муки и там 30-50 грамм воды. Вот она у меня заиграет, и я могу использовать ее для выпечки хлеба, например. Или буду снова ставить квас. Вот таким простым способом можно получить закваску натуральную, ржаную дома у себя на кухне. Или использовать ее для приготовления хлебобулочных изделий, ну и кваса. Такая у нее консистенция густой сметаны. Она хорошо отыграла. И теперь уже без подкормки я ее поставлю в холодильник на хранение. Часть я использую для приготовления домашнего кваса, который я буду готовить натуральные ржаные закваски с использованием ржаного солода. Практически у меня получилось где-то 700 грамм, это 750-граммовая банка. Все, тут наша закваска готова. Вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Очень просто вывести натуральную ржаную закваску у себя дома. Если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на мой канал, оставайтесь на фудкорте. Будет много вкусного. Ну а в следующем видео, друзья, я покажу вам, как сделать домашний квас натуральный на ржаной закваске и ржаном солоде. Не пропустите!